В глубине тропических лесов существует нечто, с чем человеческий разум до сих пор не может полностью смириться. Дело не только в темноте, хотя густой полог деревьев настолько плотный, что даже в разгар дня свет едва пробивается к земле, создавая ощущение вечных сумерек. Дело не только в звуках, хотя постоянный гул насекомых, животных и ветра превращается в странную форму тишины. Дело в другом, в самой природе этого места, где привычные законы человеческого мира перестают работать. Здесь нет дорог, нет связи, нет помощи, некому позвонить и ни на кого рассчитывать. Окружающая среда не враждебна, она просто безразлична. Ей все равно, выживешь ты или нет. Джунгли занимают лишь небольшую часть поверхности планеты, но при этом в них сосредоточено огромное количество жизни. Больше половины всех видов растений и животных обитают именно здесь. И вместе с этим это одни из самых опасных мест на Земле. Ядовитые существа, болезни, экстремальные условия и непроходимые территории превращают эти леса в настоящую ловушку. Сегодня мы отправимся в путешествие по 12 самым опасным джунглям мира, 12 местам, где сочетание природных условий и человеческого вмешательства сделало эти территории по-настоящему смертельно опасными. Первое место находится в Центральной Америке, в регионе, который местные называют «Черный разлом». Это участок дикой местности между двумя странами, где заканчивается дорога, соединяющая континент. На карте он выглядит как разрыв, но в реальности это сотни километров непроходимых болот, рек и густых лесов, где строительство невозможно из-за постоянных наводнений, оползней и болезней. Здесь обитают агрессивные ядовитые змеи, и даже опытным путешественникам говорят, что в случае укуса помощи может просто не быть. Помимо природных опасностей, этот регион стал коридором для вооруженных групп, и случаи исчезновения людей здесь не редкость. Дальше наш путь ведет в Южную Америку, в огромный тропический лес, известный как «зеленое сердце планеты». Это крупнейшая экосистема своего рода, где жизнь кипит на каждом уровне, но вместе с этим она скрывает тысячи угроз. Здесь можно встретить сотни видов ядовитых змей, электрических рыб, способных оглушить крупное животное, насекомых с болезненными укусами и паразитов, представляющих реальную опасность. Заболевания передаются через укусы насекомых, а медицинская помощь может находиться за сотни километров. Заблудиться здесь означает практически подписать себе приговор. К тому же в глубине лесов живут изолированные племена, которые могут воспринимать чужаков как угрозу, и встречи с ними не всегда заканчиваются мирно. Далее мы перемещаемся в Центральную Африку, в еще один гигантский лесной массив, где условия становятся еще более суровыми. Болотистые территории, внезапные разливы рек, опасные животные и болезни создают среду, в которой человек оказывается абсолютно беззащитным. Именно здесь были зафиксированы вспышки смертельно опасных вирусов. А в некоторых районах продолжаются вооруженные конфликты, что делает пребывание в этих местах еще более рискованным. Затем мы отправляемся в древние леса Австралии, возраст которых насчитывает десятки миллионов лет. Здесь обитают уникальные виды, многие из которых смертельно опасны. Огромные рептилии, агрессивные птицы и растения, способные вызывать сильнейшую боль при прикосновении, делают этот лес красивым, но крайне опасным местом. Далее мы переносимся на удаленный остров, покрытый густыми джунглями, где природа остается практически нетронутой. Крутые горные хребты, ядовитые змеи и болезни создают условия, в которых любое путешествие становится испытанием. Но еще большую опасность представляют люди, живущие в изоляции и защищающие свою территорию от чужаков.
Затем мы оказываемся на острове с уникальной экосистемой, где сама местность становится угрозой. Острые каменные образования, похожие на лезвие, делают передвижение смертельно опасным, а удаленность усложняет любую попытку спасения. Дальше мы направляемся в южные леса, где опасность исходит не столько от животных, сколько от природы самой среды. Постоянные дожди, наводнения и труднопроходимые участки делают ориентирование практически невозможным, а геологическая активность может привести к катастрофам в любой момент. Затем мы попадаем в мангровые леса, где главной угрозой становятся хищники. Здесь обитают крупные кошки, которые активно охотятся на людей, и это задокументированный факт. Наряду с этим в воде скрываются опасные рептилии, а сама местность состоит из вязкой грязи и постоянно меняющихся потоков воды. Затем наш путь лежит на один из крупнейших островов Юго-Восточной Азии, где густые леса скрывают опасных животных, ядовитых змей и нестабильную геологическую обстановку, землетрясения и оползни здесь не редкость, а человеческая деятельность добавляет еще один уровень угрозы. Далее мы перемещаемся в регион, где джунгли стали ареной многолетних конфликтов. Здесь опасность исходит не только от природы, но и от людей, вооруженные. Столкновения, мины и насилие делают эти места одними из самых опасных на планете. Затем мы оказываемся в северных тропических лесах, где экстремальные погодные условия, наводнения и агрессивная фауна создают постоянную угрозу для жизни. И, наконец, мы возвращаемся к подножию величественных гор, где густые леса скрывают хищников, крупных травоядных животных и болезни, а также следы прошлых конфликтов. Эти 12 мест разделены тысячами километров, но у них есть нечто общее. Они напоминают, что природа не делает исключений, она не предупреждает и не дает второго шанса. Все, что существует внутри этих лесов, просто есть, и любой, кто входит туда, не понимая этого, уже совершил свою самую большую ошибку. И теперь вопрос остается с тобой. Осмелился бы ты войти в одно из этих мест и проверить себя? Спасибо за просмотр. Дорогие зрители, если вам понравилось видео, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях, в какие из этих джунглей вы бы осмелились отправиться. До встречи в следующих историях.